Всем привет! Я думаю, все любители хлеба на закваске слышали когда-нибудь про Чада Роберсона и про его классический тартин из популярной хлебопекарни в Америке, которая находится в городе Сан-Франциско и, кстати, тоже называется тартин. Этот рецепт я взял из его рецептов хлеба из хлебопекарни. А я сегодня приготовлю по этому рецепту с небольшими корректировками от себя. Благодаря чему тартин у меня получится еще более мягким и пышным. Все ингредиенты для хлеба тартин всегда есть в описании под видео. Там же есть ссылка на заказ закваски, если она вам нужна. К закваскам прилагается инструкция. Как всегда, для того, чтобы у вас получился отличный результат, я покажу вам температуру у себя на кухне, чтобы вы смогли сориентироваться по своей температуре. На градуснике показывает 23,5, но градусник на 2 градуса завышает температуру. По факту 21,5 градусов. Я воду беру комнатной температуры, не грею, но если у вас есть желание, можете подогреть, но не выше 30 градусов. Так процесс брожения будет идти быстрее. Всю воду сразу использовать не буду, оставлю грамм 30, когда буду добавлять соль, добавлю и остальную воду. Закваска у меня уже поднялась и даже начинает оседать, но это не страшно. Так как оседание началось только что, то закваску можно использовать. Вот если бы она уже почти полностью осела, тогда да, нужно было бы ее кормить и только потом после роста замешивать тесто. Я кормил ее сегодня примерно где-то часов 7 назад. Посмотрите, она вся покрылась пузырями, у нее приятный аромат и такая рыхлая поверхность. Вот такая закваска должна и быть. Мы используем здесь закваску пшеничную 100% влажности. Если вы печете не очень часто и закваска у вас стала не такая активная, то я бы рекомендовал достать ее, покормить несколько раз перед выпечкой хлеба, то есть перед приготовлением теста. И потом уже использовать закваску в выпечке. Хорошенько размешали закваску до однородности. В рецепт идет 450 грамм белой хлебной муки. Белок в этой муке примерно 12,5%. Я использую для этого рецепта муку с белком 11,5%. Сюда же нужно добавить еще 50 грамм цельнозерновой муки. Цельнозерновая мука у меня с белком 10,3%. Если у вашей муки белок выше, такая мука тоже подходит. Но помните, что для муки с повышенным белком может понадобиться немного больше воды. Мука с повышенным белком более влагоемкая. Ориентируйтесь по тесту. А это понимание, как правило, приходит уже только с практикой. Вот почему многие делают вроде бы одно и то же, и все по рецепту, а результат иной. Просто мало или нет вообще еще практики. Кстати, кому нужна консультация или поддержка в выпечке хлеба, обращайтесь, ссылка в описании под видео. Замешиваем тесто. Сначала замешиваю лопаткой, далее домешиваю немного руками, долго мешать тесто не нужно. Замешиваем, пока мука полностью и равномерно не увлажнится. Тесто будет липкое, возникнет ощущение, что мало муки и оно расползается. Но не спешите добавлять муку, это нормально. Собираем тесто, накрываем и оставляем на аутолис при комнатной температуре на 1 час. Если температура у вас на кухне выше, чем у меня, можете оставить на минут 40. Прошел 1 час, тесто визуально никак не изменилось. Добавляем соль. На это количество муки ее нужно 10 грамм, то есть 2% от массы муки. Кстати, напишите в комментариях, а вы знали, что количество соли напрямую влияет на прочность каркаса теста? Добавляем оставшиеся 30 грамм воды и хорошенько вмешиваем соль с водой в тесто. Оно начнет расползаться, не пугайтесь. Если делаете это впервые, это норма. Продолжайте вымешивать, и через пару минут тесто начнет собираться, станет более гладким и эластичным. Тесто все равно еще липкое, минуты через 3 соберите его в шар. Если тесто сильно липнет к рукам, слегка смачивайте их водой, но не сильно, чтобы не сделать тесто еще более влажным. Также его можно немножко отбить прямо в миске, так оно, как по мне, лучше собирается. Очистите стенки миски от остатков теста, чтобы все выглядело аккуратно. Накрываем крышкой и оставляем тесто отдохнуть на 30 минут при той же комнатной температуре. Прошло 30 минут, начинаем делать первое растягивание теста. Вот так тесто выглядит сейчас. За это время оно визуально почти не изменилось, стало более жидким и немножко растеклось. Здесь я подготовил чистую воду, смачиваю руки водой, чтобы тесто не прилипало, и начинаю делать первые растяжки. Беру снизу аккуратно, чтобы оно не порвалось, вытягиваю максимально вверх и накладываю на поверхность. Это тесто достаточно мягкое и хорошо тянется, поэтому миску я поворачиваю по кругу раза 2-3. Делаю так до тех пор, пока тесто не перестанет тянуться. И вот такое в конце оно получается, оно уже хуже тянется, стало более упругим. Собираю тесто снова в шар и накрываю крышкой. Оставляю на 30 минут при той же комнатной температуре. Таких растягиваний и складываний мы будем делать всего 4 раза, каждое с промежутком в 30 минут. Второе и третье растягивание я вам показывать не буду. Они точно такие же. А далее я покажу вам уже 4-е, финальное складывание теста.
Итак, показываю уже четвертое складывание теста. Посмотрите, как изменилось тесто. Оно уже немного поднялось. На его поверхности образовались пузырьки воздуха. Делаем четвертое растягивание. Посмотрите внимательно. Тесто стало более эластичным. Сейчас я попробую его растянуть. Вот такое глютеновое окно уже образовалось. Начинаю растягивать и складывать. До тех пор, пока тесто не перестанет тянуться и снова соберется в ком. По оригинальному рецепту мы должны оставить тесто после этого на брожение примерно до тех пор, пока оно не поднимется на 20-30%. Но по опыту скажу, лучше всего оставить его до увеличения в объеме примерно на 50-60%. Поэтому я накрываю тесто крышкой и оставляю при той же самой температуре на расстойку. Корзинку сейчас нужно присыпать мукой. Я всегда присыпаю той мукой, на которой пеку хлеб. Присыпаю совсем немного, но всю и по кругу, чтобы хлеб не прилипал. Все, корзинка готова. Остатки муки можете высыпать на стол. Поверхность стола тоже посыпаем обильно мукой. Брожение у меня заняло при комнатной температуре 21,5 градуса, которую я вам показывал, примерно 3,5 часа на подъем. Вот до такого увеличения. Посмотрите, как выглядит тесто. Оно изменилось не только в объеме, но и внешне. Стало более гладким, блестящим, все в пузырях, как внутри, так и на поверхности. Перекладываю тесто на стол, вы видите, как много пузырей в тесте. Оно легко самостоятельно сползает по стенкам миски. Тесто очень липкое снизу, поэтому нужно обязательно присыпать стол мукой. Подхватываем тесто за нижнюю часть и накладываем на другую часть. С обратной стороны тоже подхватываем и накладываем края друг на друга с нахлестом, а затем сворачиваем в рулет. Посмотрите, какой пузырь собрался. Присыпаем немножко мукой, снова переворачиваем и сворачиваем в рулет. Таким образом мы пытаемся равномерно распределить газы по тесту, чтобы мякиш был более однородным. Большие пузыри, которые вышли на поверхность, можно аккуратно убрать. Сворачиваем тесто, стараясь формировать его не слишком плотно, но и не слишком свободно. Теперь формируем из теста шар, это будет наша предформовка хлеба. Сделали предформовку, накрываем тесто миской и даем ему полежать, отдохнуть 30 минут, чтобы оно расслабилось. Прошло еще 30 минут, делаем окончательную формовку хлеба. Переворачиваем тесто швом вверх и складываем края друг на друга. Далее аккуратно сворачиваем тесто в рулет. Работаем аккуратно, сильно не надавливаем на тесто, чтобы сохранить все накопившиеся газы внутри теста. Присыпаем поверхность теста мукой, переворачиваем и защипываем в шов, тем самым еще немного натягивая поверхность. Перекладываем заготовку в корзинку для расстойки. Если нужно, подправьте шов и присыпьте сверху тесто мукой, чтобы пленка, которой мы накроем корзинку, не прилипла. Разравниваем муку и накрываем пищевой пленкой. Друзья, и важный момент. Не накрывайте корзинку полотенцем, чтобы тесто не подсохло во время холодной ферментации. И холод не вытянул всю влагу из теста. Я дополнительно еще закрепил края пленки канцелярской резинкой. Отправляю корзинку в холодильник на холодную ферментацию на 12 часов. Время регулируйте под свой график. Можно оставить и дольше, для холодной ферментации это только в плюс. Разогреваю казан с крышкой в духовке до 250 градусов. Достал тесто из холодильника. Посмотрите, какое оно живое, красота. Перекладываю тесто на пергаментную бумагу. Посмотрите, ничего не прилипает, ткань отлично отходит от теста. Делаю надрез лезвием по всей длине под углом. Не очень глубоко, примерно на 5 мм. Еще раз подправляю и отправляю заготовку в уже разогретый казан. Сбрызгиваю тесто водой, закрываю крышкой и ставлю в духовку при 250 градусах на 20 минут. Далее снимаю крышку, понижаю температуру до 200 градусов и выпекаю еще 20 минут до золотистой корочки. Ориентируйтесь по работе своей духовки. У меня режим нагрева духовки вверх-вниз. Достаю хлеб и даю ему остыть на решетке. Посмотрите, какой замечательный и ароматный красавец. А если у вас нет еще закваски, чтобы испечь такой полезный и вкусный хлеб, заказать его можно по ссылке в описании под видео. Хлеб получился невероятно красивым, с очень тоненькой и хрустящей корочкой, он долго не черствеет и не плесневеет. Этот хлеб полезный, бездрожжевой, а благодаря длительной холодной ферментации в нем намного меньше фитиновой кислоты, которая обычно мешает усвоению минералов. Также он не дает резких скачков сахара. Это сплошная польза для вас и ваших близких. Мы получили хорошее раскрытие гребня,
Хотя гребень это не показатель качества, а скорее вопрос визуала. Друзья, если рецепт хлеба на закваске вам был полезен, поддержите меня лайком, комментарием и подпиской. А при желании можете поддержать канал финансово, став его спонсором. Ссылка и кнопка спонсорства находится под каждым видео. Также благодарю всех спонсоров моего канала за финансовую поддержку и до встречи в следующем видео.